told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Всем привет! Это канал Any Nails. В этом видео мы поговорим о втирках. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes. А точнее, как закрепить втирку для того, чтобы она хорошо проносилась, не скололась, не помутнела и выглядела красивой. Первое, о чем бы я хотела с вами поговорить, это о самих втирках. Если вы хотите какой-то интересный глянцевый вариант, который, когда втираешь, незаметно, что втирка есть, то, конечно же, вам нужно выбрать мелкодисперсную втирку. Как ее определить? Мы смотрим на втирку, на упаковочку, и очень хорошо видно, когда частички большие и частички мелкие. Вам нужно выбрать там, где частички мелкие. К чему мы приходим? К тому, что когда вы выбираете втирку, если вы не знаете ни фирмы, ничего, то есть у вас опыта в этом нету, лучше всего приходить именно в магазин и смотреть визуально на втирки. Спрессованные втирки, я знаю, что сейчас они есть, с ними сложнее, потому что мы не можем определить, какая втирка. То есть, скорее всего, вам придется брать и пробовать. Но я так скажу, что втирки стоят недорого. Они такие, что ты их купила, и они у вас надолго остаются. Поэтому, на самом деле, можно на них денег не жалеть. Если вы заказываете с Алиэкспресса, либо с сайтов онлайн, то рекомендую просто смотреть на отзывы. Возможно, они вам помогут. Кстати, когда я покупала втирки, они мне не нравились, допустим, у меня была жемчужная, крупнодисперсная втирка, я ее использовала потом для того, чтобы замешать в какой-то цвет и получить цвет с шиммером для рисунков, для выделения глазок там на каком-то персонаже. И, в общем, они у меня тоже в ходу. Я думаю, про втирки мы все поняли. Тут ничего сложного нету, сейчас достаточно большой выбор втирок на любой вкус и цвет. Раньше, когда ты приходил и было их мало, как только они стали появляться, конечно, там было сложнее. Но сейчас рынок насыщен этими втирками, и выбрать, я думаю, вам будет легко. Давайте перейдем к тому, как нанести все-таки втирку, для того, чтобы она хорошо носилась, и вы не переживали, отпускали клиента, и все было хорошо. Я вам скажу по своему опыту, что да, я тоже сталкивалась с такими проблемами, когда скалывается втирка, когда клиент приходит буквально там через несколько дней и говорит, все скололось, нужно переделывать, и вам нужно это переделывать. И, конечно же, за долгое время работы я уже научилась делать так, чтобы втирка у меня не скалывалась. И давайте поэтапно, здесь на самом деле все очень легко и просто. Сейчас я вам все расскажу, и у вас будет получаться втирка идеальная и будет хорошо носиться на ваших клиентах. Первое, о чем я хочу вам сказать, что на самом деле очень важно, и многие как раз из-за этого не могут сделать втирку хорошо. Самое важное, мы втираем втирку только на укрепленные ногти. Давайте будем делать так, просто делаем втирку только на укрепленные ногти, укрепленные не базой, а укрепленные именно твердым материалом. Это гель или акригель, ну либо еще можно сделать акриловую пудру. То есть наш ноготок должен быть неподвижный. Если наш ноготок даже короткий, и если он не укреплен, он подвижный, что ведет к сколу втирки. В любом случае она у нас сколится, как бы хорошо мы ее не закрепили, потому что у нас идет несколько этапов топов и тому подобное. Ну и втирка, по сути, это пыль на ногтях, которая, конечно же, в этом месте будет скалываться, делать трещины и тому подобное. То есть мы делаем, самое важное, запомните себе, мы делаем на укрепленные ногти. Я всегда делаю ногти гелем и делаю укрепление. Если мы оставляем натуральные ногти, хотим их дальше отращивать, я делаю укрепление методом жгутика со 100% ноской. Если вы не смотрели кучу моих видео по укреплению этим методом, обязательно переходите по ссылочкам и смотрите, все ссылочки будут в описании. Давайте перейдем к следующему пункту, что у нас еще идет важного для того, чтобы наша втирка хорошо держалась. Это на что мы втираем втирку. Втирают, как все знают, наверное, уже на топ без липкого слоя.
то есть на нем не должно быть липкости. И этот топ должен не просто топ без липкого слоя, он должен быть таким резиновым, топ должен быть резиновым. И у меня есть две фирмы, которые я могу вам порекомендовать, это Эми, топ Teclas или Алена Каприз, специальный топ для втирок. По сути, если вы покупаете топ специальный для втирок, то есть написано топ для втирки, для пигмента, тогда вам, наверное, он точно подойдет, и вы не ошибетесь. Но я вот просто знаю, что есть топы с таким ощущением, что это топ резиновый. Вот на такие топы хорошо втираются втирком. Для чего этот топ нужен? Такой вот резиновый, да? По сути, можно втереть и на простой топ без липкости. Ну, он будет лучше держать вашу втирку, и на него лучше будет втираться втирка. То есть у вас не будет проблем, когда проплешины, и вы не можете на какие-то участки ноготка втереть втирку. Так что берем этот топ, и это вот 100% нужно брать такой топ. Следующий этап у нас идет этап закрепления втирки. Я беру пилочку и прохожусь по торцам ноготочкам. Делаем это аккуратно, не нужно слишком спиливать какой-то свободный край много. Нам нужно только сделать так, чтобы именно торец ноготка, он не был в втирке, то есть мы эту втирку убираем с краев, чтобы как раз в тех местах не произошел скол или отслойка. Мы убираем втирку с торцов и немножко, получается, делаем этот торец шершавым. Все, то есть мы не перестараемся, ничего, просто вот делаем его шершавым, чуть-чуть убираем втирку, все. Это обязательно. Дальше мы убираем всю пыль очень мягкой щеточкой. Есть щеточки рыбки, есть щеточки, можно даже просто взять кисть для акварели, такую достаточно толстую, большую кисть, которая, возможно, там вы когда-то рисовали акварелью, или ваш ребенок, или кто-нибудь еще. Вот такие кисти мягкие могут подойти для того, чтобы смахивать, или веерные кисти. Они отлично подойдут для того, чтобы смахивать втирку. Они не повредят покрытие, не поцарапают его, но при этом пыль уберут. Пыль нам тоже не нужна. Далее, после того, как мы убрали пыль, нам нужно закрепить чем-то, да, втирку, для того, чтобы она не скололась. Есть два варианта, моих два варианта. Я думаю, что есть еще куча других вариантов, но вот какими вариантами я пользуюсь, я вам сейчас рассказываю. Первый вариант, который я чаще всего использую, если мои ногти, еще раз говорю, укрепленные, они 100% прочные, я просто могу пройтись по краю любым праймером. Праймер должен быть бескислотный, то есть нам не нужен кислотный праймер. Кислотный праймер нужен для того, чтобы именно поднять чешуйки ноготков натуральных, то есть здесь нам кислотный праймер не нужен. Нам нужен бескислотный праймер. Бескислотный праймер — это такая пленочка клеевая, то есть он делает липкость на месте нанесения, то есть мы нанесли, и там стала липко. И поэтому мы хорошенько выжимаем кисть праймера об край флакончика и полусухой кистью аккуратненько проходимся по краю. Можем даже пройтись выше, но тут уже на свой страх и риск может вдруг стереться нечаянно покрытие. Так что вы сначала попробуйте на себе, на типсах, а потом уже на клиентах. Вот. И после того, как мы прошлись праймером, мы ждем там 5 секунд, чтобы он подсох. И после этого мы можем наносить топ. Топ должен быть тоже глянцевый, без липкого слоя. Но сейчас мы чуть позже о них поговорим. Следующий, второй вариант закрепления втирки. Это когда мы проходимся праймером, как я рассказывала вам, а далее мы берем жидкую базу, не для того, чтобы выравнивать, а жидкую базу, которую можно нанести в тонкий слой и которая не мутнеет, которую вы знаете, которая не желтеет, пробовали уже. Для меня это база от Эми, классическая простая база, которая наносится тонкий слой. Я наношу ее в тонкий слой, если переживаю, потому что я знаю, допустим, этот клиент часто что-то там ковыряет, он там скребет сковородки своими ногтями, он там подковыривает банки, что он только этими своими ногтями не делает, и все время приходит там с обломленными своими ногтями. Так что покрываем базой. Но
Почему я делаю это не часто? Потому что все-таки может произойти такое, что ваша втирка помутнеет, либо перестанет быть такой глянцевой. Бывает, да, такое, наверное, у кого-то. У кого такое было, напишите в комментариях. И я думаю, что все-таки были такие моменты. Поэтому я и выбираю базу, которую можно нанести тонким слоем, для того, чтобы она не дала мутности, не дала желтизны и закрепила нашу втирку. Но я ее редко использую, потому что мне хватает праймера и топа сверху, потому что мои ногти укрепленные, и по сути им ничего не мешает, втирка не скалывается. Но если у вас такой момент, что все-таки не помогает праймер, то база. Если вы сильно переживаете, наносите тонко базу. Сюда не подойдет база, которая наносится густо, которая нужна для выравнивания. Ее не рекомендую наносить. Во-первых, она густая, она может потянуть за собой сам пигмент. Во-вторых, вы сделаете толщину лишнюю, а когда мы делаем втирку, эта толщина уже появляется из-за того, что мы делаем много разных слоев. Если вы еще и на цвет наносите какой-то, то, конечно, уже слоев получается очень много. Так что тоненькая база. И сверху, после того, как мы нанесли базу, просушили, мы наносим топ. Топ я выбираю без липкости. Хороший глянцевый, который хорошо держит глянцевость, не мутнеет, не желтеет, который вам нравится, который защищает от царапин и тому подобное. У меня это несколько топов, но как бы сейчас у меня остался топ от Global Fashion, допустим, либо от Роники есть топ, мне тоже понравился, хорошо держит глянцевость. Я делала уже обзор фирмы Роники, обязательно переходите по ссылочке, посмотрите. Вот и готово, то есть мы наносим топ, сушим и все. Держится все 100%. У меня клиенты ходили и месяц, и больше с втиркой. И я даже, по-моему, в Инстаграме фотографировала, либо выставляла в вечных сторис. Может быть, вы можете посмотреть, если оно осталось, я уже не помню. Ну, в общем-то, с втиркой проблем у меня не стало. Когда я поняла, что вот несколько факторов влияют на носибельность втирки, да. Это то, что ногти должны быть укрепленные, то, что, на что мы втираем втирку. Втирка не имеет значения, какая у вас втирка, все-таки это все равно такой материал типа пыли, так что здесь не так важно, что за втирка у вас. Потому что некоторые ищут проблему именно в самой втирке. Нет, в ней проблемы не должно быть. Следующее, это чем мы закрепляем, это праймер, либо праймер-база. И далее топ. Топ без липкости, который будет глянцевый, хорошо держать глянцевость. Вот на этом-то по сути и все. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы, вы можете задавать их мне в комментариях, я почти на все вопросы отвечаю, либо я потом собираю эти все вопросы в одно целое и делаю видео, в котором я более подробно что-то рассказываю. Также вы можете мне писать в комментариях какие-то идеи для следующих видео, я обязательно их засниму для вас. А на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые и полезные видео. Всем пока-пока!